Привет! Меня зовут Сергей. Простите меня за мой голос, я немножко приболел, но тем не менее решил записать для вас сегодняшний видеоурок. А сегодняшний урок у нас будет посвящен плетению вот такого интересного, на мой взгляд, браслета. А интересен он прежде всего своим плетением, а именно соединением частей этого браслета в единое целое. В процессе урока вы посмотрите, что именно я имею в виду. И тогда давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Один его ряд снимите, нам понадобится всего лишь 2 ряда. Расположите эти ряды так, чтобы ближний к нам ряд немножко выходил влево по сравнению с центральным рядом. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать 4 цвета, и вам тоже рекомендую 4 цвета использовать. Это белый, красный, салатовый и цвет карамель или коричневый. И разместите эти резинки или в пакетиках, или как-то еще по кучкам на вашем столе, чтобы они были именно в такой последовательности. Я как раз на столе у себя именно так их и разместил. Это нужно для того, чтобы вы не запутались, какой цвет за каким идет. И начинаем накидывать резинки. Я сейчас еще раз на столе их выложу в такой последовательности, в которой будем накидывать, чтобы и вам было понятнее, и мне, чтобы тоже было проще. Итак, сначала берем белую резинку и накидываем ее с первого столбика ближнего ряда на второй столбик дальнего ряда. Вот так, по диагонали. Затем берем резинку следующего цвета, красную, и накидываем с первого столбика дальнего ряда на третий столбик ближнего ряда. И у нас получилась английская буква X. Теперь нам дальше нужно сделать еще одну букву X. Берем следующий цвет, салатовый, и накидываем со второго столбика ближнего ряда на третий дальнего. Далее берем следующий цвет и накидываем вот таким образом. И у нас получилась еще одна буква X, вторая. Далее повторяем все то же самое, что мы сейчас сделали. То есть берем резинку белого цвета и накидываем ее с третьего столбика на четвертый. Вновь красную резинку. Накидываем вот так, пересекая белую. Опять получилась буква X. Далее зеленая резинка или салатовая, накидываем по диагонали, и коричневая пересекает салатовую. Еще одна получилась буковка X. И таким образом накидываем резинки до самого конца станка. Белая, красная, салатовая, коричневая. Белая, красная, салатовая, коричневая. И еще разочек. Белая, красная, салатовая и коричневая. Но станок еще у нас не закончился, и поэтому до самого конца накидываем. Белая, красная, салатовая. И все, дальше некуда накидывать, и поэтому мы на данный момент останавливаемся. Теперь возьмем резинку любого другого цвета. Не тех цветов, которые мы использовали. Допустим, черную резинку, и накидываем ее на самый последний столбик ближнего ряда. Далее натягиваем эту резинку, чтобы она располагалась между первым и вторым столбиком дальнего ряда, и размещаем ее снизу столбика, как бы закрепляя, чтобы она никуда не делась. Теперь берем крючок и снимаем со столбика вот эту салатовую резинку и накидываем на тот столбик, которому она и принадлежит. То есть вот на этот. Теперь снимаем черную резинку с того места, где мы ее закрепляли, и накидываем на столбик, которому она и принадлежит. Вот на этот. Теперь возьмем сразу 2 этих черных резинки и накинем на первый столбик дальнего ряда.
И у нас получилось, что черная резинка держит салатовую. Теперь берем красную резинку и накидываем ее вот на этот столбик, которому она и принадлежит. Теперь здесь захватываем белую, снимаем и накидываем на столбик, которому она и принадлежит. И мы будем плести влево, скидывая резинки по очереди. Сначала вот эту, затем вот эту, затем вот эту. То есть сдвигаемся в левую сторону. Но захватывать резинки теперь нужно изнутри. Вот здесь отодвигаем салатовую, изнутри захватываем коричневую, снимаем со столбика и накидываем туда, которому она и принадлежит. Теперь здесь отодвигаем красную, изнутри захватываем салатовую, снимаем и накидываем на столбик, которому она принадлежит. Теперь вот здесь у нас изнутри захватываем, накидываем на столбик, которому принадлежит. Вновь вот этот столбик, здесь белая резинка, снимаем, накидываем на соответствующий столбик. Теперь здесь снимаем, накидываем на соответствующий столбик. Салатовая изнутри на столбик, красная изнутри на столбик, белая. И так плетем влево по порядку до самого конца станка. Внимание! Сейчас нужно вам сделать еще вот что. И сделать это очень и очень желательно. Посмотрите, мы с вами сейчас должны написать на бумажке или запомнить, какая резинка на какую ложится. То есть, мы, например, берем вот здесь салатовую, снимаем ее и накидываем на столбик. На этом столбике внизу находится коричневая резинка. То есть у нас салатовая накидывается на коричневую. И мы это на бумажке напишем, чтобы нам запомнить. Салатовая на коричневую. Далее следующую резинку захватываем, красная, снимаем, накидываем и видим, что красная у нас идет на тот столбик, на котором салатовая резинка. Значит, красная накидывается у нас на салатовую. Это тоже пишем на бумажке. Красная на салатовую. Следующий цвет берем белый. Вот здесь последовательно белый накидываем и видим, что белая резинка у нас накидывается на столбик с красной. Это тоже запишем. Белая накидывается на красную. Следующий цвет, вот этот коричневый, снимаем и накидываем на столбик. И видим, что на этом столбике у нас находится белая резинка. Это значит, что коричневая у нас накидывается на белую. Тоже записываем. И делаем мы это для того, чтобы этот браслет затем удлинить. Потому что сейчас его длина будет не очень большая. И мы его будем удлинять, а для этого как раз нам и нужны вот эти знания, которые мы сейчас записали. Давайте до конца теперь доплетем. Зеленая у нас накидывается на соответствующий столбик, далее красная и, наконец, белая резинка. Снимаем и накидываем. Посмотрите, в конце у нас резинки накинуты на 3 столбиках. Сейчас нам нужно их снять на крючок, но снять в определенной последовательности. Сначала мы пойдем снимать слева направо. Сначала вот с этого столбика, затем вот с этого столбика, а затем вот с этого. Берем крючок, накидываем на самый левый столбик, снимаем резинки с него, придерживаем пальцем, захватываем теперь резинки вот с этого столбика, снимаем. И обратите внимание на то, чтобы
на крючке они у вас не перепутались. Если вы сняли белую первой, то на крючке она и должна быть. Вот здесь первая, затем красная, и третья снимаем резинку салатовую. И они на крючке у нас, видите, в той же последовательности лежат, в которой мы их и снимали. Это важно, чтобы они на крючке не перепутались. Придерживаем пальцем и снимаем получившуюся конструкцию со станка. Снимается все очень просто. И на данный момент у нас браслет вот так выглядит. Но он, конечно же, вы видите, очень короткий, и поэтому нам нужно его удлинить. Для его удлинения накидываем резинки в той же последовательности на станок и точно так же, как делали и ранее. Сначала накидываем белую резинку, затем накидываем красную резинку, получается буква X. Делаем еще одну букву X, накидываем вот так салатовую, перекрещиваем ее коричневой, вновь белая, опять красная, теперь зеленая и коричневая. И так далее накидываем до самого конца станка. Итак, все резинки до конца станка я накинул. Последняя резинка салатового цвета в моем случае. И сейчас нам пригодятся те знания, которые мы записали несколько минут на бумажку. То есть на какую резинку идет какой цвет. А также нам понадобится вот эта заготовка, которую мы сделали несколько минут назад тоже. И здесь нам нужно обратить вот на что. Самая левая резинка, то есть та, которую мы снимали со станка последней, у нас салатового цвета. И нам важно узнать, на какой столбик нам нужно накинуть вот эту салатовую резинку. На бумажке у нас написано, что салатовая у нас накидывается на коричневую. Соответственно, мы должны со станка снять все резинки, которые идут до коричневой. То есть снимаем вот эту резинку, снимаем вот эту резинку и снимаем вот эту. У нас получилась самая последняя резинка коричневая. Именно на нее нам нужно накинуть, согласно вот этой надписи, именно на нее нам нужно накинуть салатовую. Давайте попробуем это сделать. Я снимаю аккуратненько вот эту пару петелек и накидываю на столбик с коричневой резинкой. Теперь следующая резинка, которую мы должны накинуть на крючке красного цвета. Смотрим на бумажку, на какой цвет идет красная. Красная идет на салатовую. Поэтому мы берем вот эти красные и накидываем 2 петельки на салатовую. Вот сюда. Следующий цвет на крючке белый. Белая у нас идет на красную. Поэтому мы берем и просто накидываем вот эти резиночки на красную. И у нас так и получилось. Салатовая накинута на коричневую. Вот здесь и написано. Салатовая на коричневую. Красная накинута на салатовую. Соответственно, нашей надписи. И белая накинута на красную. Тоже, соответственно, нашей надписи. Теперь мы плетем точно так же, как делали это ранее. Справа налево. Здесь у нас получается первый столбик. Захватываем изнутри резинку, накидываем на столбик, которому она и принадлежит. Здесь захватываем следующую резинку изнутри, снимаем и накидываем на столбик, которому она и принадлежит. Здесь захватываем изнутри красную, тоже на соответствующий столбик, и продолжаем плести влево, как мы это уже с вами очень хорошо умеем. Плетем, плетем до самого конца, последовательно справа налево. Доплели до конца, и сейчас вновь будем снимать резинки со станка. Снимаем мы их абсолютно точно так же, как и раньше, то есть слева направо. Сначала снимаем белую резинку на крючок, придерживаем пальцем. Затем следующая у нас идет вот эта красная. Придерживаем тоже, чтобы последовательность не нарушилась на крючке.
И далее салатовую. Придерживаем все резинки пальцем и снимаем наш браслет со станка. Скорее всего, он вновь получится коротким. Ну, давайте прежде всего на него посмотрим. Вот таким образом он выглядит. Видите, что нигде последовательность цветов не нарушилась. Все мы сделали так, как нужно и так, как правильно. Но пока он коротковат. И поэтому нам нужно еще раз повторить ту же самую операцию для достижения этим браслетом нужной длины. То есть накидываем резинки вновь крестиком. Белая, красная, зеленая, коричневая. И так до конца станка. Вновь я накинул резинки до самого конца, и сейчас давайте опять вспомним, как нам нужно накидывать те резинки, которые у нас на крючке есть, на те, которые находятся на станке. Самая левая резинка на крючке у нас салатового цвета. Вспоминаем, на какой цвет ложится салатовый. Салатовый у нас ложится на коричневую резинку. Мы с вами уже это делали, но я еще раз на всякий случай повторяю. Поэтому мы должны снять все резинки со станка до коричневой. Снимаем раз, снимаем следующую и снимаем еще одну, чтобы самая первая у нас была коричневая. На коричневую резинку накидываем салатовую. Берем вот эти две петельки и накидываем на столбик. Следующий цвет у нас красный на крючке. Красный идет на салатовую резинку. Поэтому берем две вот этих петельки и накидываем на салатовый столбик. И, наконец, белая осталась резинка на крючке. Белая у нас идет на красную. Мы поэтому берем и накидываем аккуратненько на столбик с красной резинкой. Накинули. И теперь продолжаем плетение, которое вы очень уже хорошо запомнили. Начиная с коричневой вот этой самой правой резинки, плетем влево. Захватываем изнутри и накидываем влево. Здесь изнутри тоже влево. И так далее. Продолжаем в левую сторону плетение. Мы опять дошли до самого конца и вновь снимаем резинки слева направо. Сначала белую, затем красную и затем салатовую. Не нарушаем последовательность на крючке, придерживаем пальцем и снимаем весь браслет со станка. Немножко вот так расправлю, опять проверяем. Вы видите, вся последовательность точно такая, какая и должна быть. Ничего у нас в месте стыка не нарушилось и все как нужно. Проверьте, хватает ли длины этого браслета вашему запястью. Если хватает, то отлично. Если же нет, то повторите ту операцию, которую мы с вами делали раньше по удлинению этого браслета. Я же считаю, что уже у меня достаточная длина, и поэтому мы сейчас посмотрим, как этот браслет следует завершить. Нам нужно взять одну резинку любого цвета, который используется в этом браслете, например, красного, и скрутить ее на пальцах в 2 оборота. Далее накидываем на крючок и протаскиваем сквозь все петельки, которые на крючке у нас уже находятся. Другую часть этой красной резинки возвращаем обратно на крючок. И на эти резиночки, которые находятся на крючке, нам нужно закрепить застежку. Я беру вот такую застежечку и сквозь все резиночки, которые у меня на крючке находятся, эту застежку продеваю. Все, крючок убираем. Застежка отлично закреплена. С обратной же стороны мы с вами должны закрепить застежку вместо резинки вот этой вспомогательной, то есть вместо черной в моем случае. Я беру застежечку и просовываю ее в 2 салатовых резинки
которые держат вот это черное. И убираю. Все, здесь все отлично закреплено. И браслет у нас, я поздравляю вас, готов. Надеюсь, вам был этот урок понятен и был интересен. Мне, например, этот браслет очень понравился в плане плетения. Поэтому ставьте лайк, если урок понравился, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы по этому уроку. До новых встреч. Пока.